Всем привет! Как вы уже догадались, я сегодня хочу вам рассказать об этом вот чудо-станке. Станок для резки плитки и керамогранита. Модель это от компании Diam. Вот, Extra Line 720. 720 это его длина. Это мой второй станок. Предыдущий станок был такого же типа, только от фирмы Elitech или Tech, как она правильно называется, 1200 длиной. Но по ходу моей работы у меня как бы такая плитка практически редко встречается, чтобы прям длинная была. Поэтому я решил взять 720, мне вполне хватает. Я не занимаюсь отдельно профессионально плиткой, то есть я занимаюсь комплексными ремонтами, поэтому мне такое оборудование, как бы, оно в принципе по ходу моей деятельности никогда мне и не требовалось, можно и так сказать. Я справляюсь как бы вот такими станками и всякими сухорезами, болгарками, в общем, черепашками, ну, кто плиточник, тот понимает, о чем я говорю. Так вот, возвращаясь к этому станку, в принципе, он у меня отработал где-то 6-7 объектов, и мне есть что про него рассказать вам. Начнем с того, что вот эта каретка, механизм этот неподъемный, то есть она не поднимается вверх-вниз. На том станке, на Elitech, она поднималась, то есть мы могли спокойно, то есть поднять, подсунуть плитку по-разному, там ее покрутить и обратно также потом каретку эту опустить. Удобно в каком плане было, точнее вот этот станок неудобен в этом плане тем, что если вам нужно вырезать там, допустим, какой-то квадрат в плитке, вы должны каждую сторону, то есть отрезал, там выдвинул эту плитку, подвинул, и очень неудобно в центре плитки что-то вырезать. Вот, допустим, отверстие какое-то квадратное, условно говоря, вам нужно вырезать в центре плитки. И вам получается, видите, какое здесь расстояние маленькое? Сейчас я отпущу чуть-чуть, подождите, вот здесь винт есть, как бы она чуть-чуть ход имеет свой. Вот, смотрите. Но здесь очень мало. Вот так сбоку покажу, здесь сантиметра полтора. То есть неудобно. Вам нужно туда подсунуть плитку и в центре плитки вот так, таким образом потом что-то вырезать. Мне кажется, это как бы минус этого станка. Должно подниматься чуть-чуть выше. Второй момент, даже не думайте, вот станки за такую сумму, то есть тот станок у меня Elitech стоил там порядка 50 тысяч, ну сейчас он стоит. Этот станок я брал буквально в том году, по-моему, за 42 тысячи рублей. За эти деньги ничего как бы такого космического не ждите вообще от этих станков. Заключается это в том, что здесь не получится, то есть вы не думайте, что вы отметите, разметите плитку, вот ее положили, провели, все четко. Здесь постоянный контроль. Плитка постоянно уходит, диск ведет. Ну, не то, что прям сильно, но нет такого, что вы положили вот сюда плитку, все, у вас тут разметка есть, и вот так спокойно провели, и она у вас ровно отрезалась. Нет, вы постоянно под контролем, постоянно эту плиточку куда-то двигаете вправо, влево, то есть ведете по отметке по вашей. Такого не будет, что вы поставили и ровненько отрезали. Под 45 вот то же самое. Заусовку я делаю. Вот здесь барашки эти откручиваешь. И эта станина, ну, она опускается вот под 45 градусов. Но тоже не ждите здесь никаких чудес. Да, вы без... Самое главное, как бы его плюс, то, что без пыли. Вы практически вообще, точнее вообще без пыли работаете. Но он все равно моросит. Не забывайте, что когда вы работаете где-то, особенно там на чистом уже покрытии, обязательно застилайте. Брызги летят в радиусе 1 метра от него. А если вот там впереди, то 1,2 метра. Вот так все закрывайте. Если тем более, вот я работал, например, вот и стены были финишно уже, там, допустим, обои или покраска, тоже завешивайте все стены, все, потому что брызги летят с него хорошо, конкретно. Ну так вот, по поводу заусовки. То есть не получится так, что вы с одного раза отрежете и эту плитку положите. Все равно вы отрезаете и потом черепашками, как это обычно делается, все дорабатываете. Плюс только один, то, что абсолютно нет пыли. Ну и в принципе рез, ровный, неровный. Рез это уже зависит от диска. Диски ставьте хорошие и будет вам счастье. У меня, например, вот это тоже D-Star стоит. Хороший диск. Режет без сколов, без ничего. В этом плане как бы сколов нет. Но сколы это
Но сколы это отнюдь не от станка зависит. Конечно, если там может какой-то убогий, который вот так работает, весь трясется и будет, но в основном сколы это от качества самого диска. То есть берете хороший диск и будет вам счастье, не будет у вас сколов. Потом, на что я еще хотел обратить внимание. Ну, здесь все так, ну, топорно сделано, если честно. То есть, ну, если это ваш первый станок, то да, возможно, вам надо его купить, чтобы попробовать, что это такое. Там дальше уже дойдете до станков от 100 тысяч плюс. Но здесь, вот смотрите, поработал я, ну я же сказал, там 6-7 объектов, не помню точно, но очень мало. Вот что происходит. Вот смотрите, что внутри. Краска слезла полностью. Краски здесь нет. Вот. Но это, я считаю, полное неуважение как бы своему потребителю. Это вот для производителей. Ну что было сложно? Ну сделайте вы его на 2-3 тысячи дороже, но сделайте нормальную краску, покрасьте, чтобы вот этого не было. Посмотрите, лопухами все слетает. Но я не понимаю, они на ржавчину прям покрасили или как. И, кстати, с предыдущим станком была такая же тема, но тут немножко даже поустойчивее краска была. А это вот, наверное, уже на втором объекте она начала слетать. И сейчас вот во что это превратилось. Я не знаю, как так можно красить, что это за краска. Что это за подготовка по металлу так покрасить? Ну это вообще жесть. Вот, ну по мне, я честно говорю, это просто вот неуважение к людям. Вот такое вот продавать. Да, вроде станок, ну так себе пойдет как бы для таких средних работ. Но вот это, ну ребята, это вот если кто-то увидит там из производителей, ну посмотрите, ну что это такое? Да весь вид сразу портит. И я вот сейчас это видео покажу, я думаю, оно отпугнет большинство ваших потенциальных клиентов. Вот просто потому, что так вот безответственно отнеслись вот к этому всему. Да, вот ножки там, допустим, все. Ну, здесь не облазит, тут малый контакт с водой. Ну, хотя здесь, я думаю, краска ничем не будет отличаться. Ну, вот здесь, ну, ребята, это как бы страх божий. Я думаю, хотя бы 3-4 года он должен был отработать, чтобы дойти до такого состояния. Но не 3-4-5 объектов, ну это уже, конечно, жестоко. Далее, вот эти все линейки, это вообще, как бы на них не обращайте внимания. Лучше все отмечать нормальным там угольником, нормальной линейкой и уже резать по линии. Потому что вот это все пытался, их можно выставить, короче, в общем, я пытался выставлять, можно каретку там выставлять, она угол наклона регулируется, все. Вот эта вот станина тоже регулируется относительно, вот, точнее вот эта направляющая, относительно станины всей, то есть тоже можно как бы отрегулировать. Вот это все тоже регулируется. Но это, я считаю, уже колхозный. То есть вы покупаете вещь какую-то, да, вы покупаете инструмент, чтобы начать работать. Вы купили инструмент, пришли на объект и должны зарабатывать деньги, он должен себя окупать. А вы должны, в принципе, чем заниматься? Вы должны заниматься какими-то настройками, доработками. Да и тем более это ненадолго. Ну толку я выставил, поработал там один объект, грубо говоря, или вообще не доработал. И все, оно все расшатывается, разбалтывается. И в общем мы возвращаемся к тому, что все это полуавтоматическое становится. Плитку положили, режете, постоянно ее подворачиваете под диск, потому что он уходит. И я считаю, что вот это тоже диск большого диаметра, ну он не 230, там 200, по-моему, вот этот диск. Тоже он здесь абсолютно не нужен. Но если бы еще каретка вот эта, да, опускалась, то есть под большой камень, если бы это было все заточено, куда ни шло. Зачем было такой диск, его же больше водит. То есть если бы был меньше диск, возможно бы тогда не уводило бы и ровнее рез шел. А так, с таким диском, как бы, ну его люди покупают этот станок не для того, чтобы камни резать, а в основном, чтобы плитку резать. И получается этот диск, он бесполезен. Но здесь вообще никакой функции не несет. Можно было маленький диск поставить, и, может быть, лучше бы все это резалось ровнее. Так что пользоваться таким станком или нет, уже как бы дело ваше. Я вам показал, в принципе, все его минусы. Плюсов у него очень мало. Один только плюс — это то, что резать без пыли, без скола, все очень хорошо. Хотя сейчас разные аппараты есть для сухого реза. Я думаю, ничем не хуже они будут. Еще минус большой, ну в таком конкретно станке вы видели, да, его, то есть транспортировка. Нужен автомобиль, да, чтобы его возить. Ну это понятно, автомобиль в принципе нужен. Ну вообще он тяжелый, он 50 килограмм вы с собой постоянно тягаете. И если честно, я в основном вот большой рез, то есть плитку я режу всегда обычным плиткорезом ручным. Вот этот станок мне нужен только для того, чтобы где-то
ну, чуть-чуть там косанул, если подправить, подрезать где-то, подточить, вот для таких целей. Ну и заусовка, соответственно, да, я, допустим, под 45 отпилил, но опять-таки вы все равно все потом черепашками дорабатываете. Сразу подвести вот под вот это вот покрытие, под керамику, вот этот миллиметр, ну, скорее всего, не очень получится. То есть вы отступаете там миллиметр, миллиметра два, режете на грубую, а потом уже все это дорабатываете. Допустим, с насосом, вот, ну, не было у меня пока проблем, работает он. Иногда бывает, там надо почаще, там, поработали, пол объекта, грубо говоря, воду надо слить, его помыть желательно, потому что он тоже как бы забивается и перестает работать. Ну, еще так вот его обстучал, и вроде как начинает опять сосать. Ну, в общем, пока он работает, еще не сломался. Ну, у людей часто они ломаются. Такой аппарат, вот думайте сами, нужен он вам или нет. Почему 720, я уже объяснил. Мне длиннее, в принципе, для моей работы не нужен. А сейчас очень много станков разных, приблуд, для того, чтобы плитку и под 45 запиливать, и по прямой резать ровно. Но я имею в виду станки для сухого реза. То есть на болгарку всякие пылеотводы, там направляющие, тоже все это справляется с этой работой нормально. Попозже куплю все эти насадки для запила под 45 на болгарку и попробуем, как оно получается. Но пока пользуюсь вот таким. Но основная его задача не под 45 для того, чтобы я резал. Я объясняю. Основная его задача, чтобы, во-первых, пыли не было. Вы же все равно часто, вот сами вдумайтесь, когда вы работаете на плитке, часто приходится что-то болгаркой там подрезать, вырезать, подточить где-то чуть-чуть, ну, немножко ошиблись в размере. И вот на макрорезе без пыли аккуратненько все это подрезали. Вот вся его цель лично для меня. Как всегда, по традиции ставим палец вверх. Всем спасибо, всем пока. Скоро увидимся.